Всем привет, с вами канал Дядя Миша, и мы продолжаем играть в Car Mechanic Simulator 2021. Так, что же я сделал? Во-первых, я восстановил, как помните, у нас была серия бюджетные восстановления какой-то там машины. Вот я тоже здесь, видите, тут что-то новое стоит, что-то старое. Я добился цели, чтобы его завести и хоть чуть-чуть уйти в плюс. На данный момент я достиг цели в 3000. Просто он меня заебал, поэтому мы его продаем нахрен, чтобы его уже не видеть, да. Дальше я прокачал уровень и прокачал реставратора на четвертый уровень, да. Вот, это, собственно говоря, что я сделал. Так, запчасти нету у меня. Вот у меня тут какие-то запчасти валяются. Ну и хер бы с ними, да. Теперь, что мы будем сегодня делать? Знаете, я долго думал, а что делать, Потом думаю, ну вот эта вот колымага у нас стоит, да. Давайте ее и, собственно говоря, будем делать, да. Так, для начала мы ее переставим на первый подъемничек наш любимый, да. Вот, отлично, она у нас здесь стоит. Так, а чтобы двигатель отсюда, нужно коробочку снять сразу, да. Так, давайте посмотрим сверху стартер. Стартер, не вижу стартер. А, он вот здесь. А, его и нету. Все понятно. Значит, откручиваем кардан и снимаем. И снимаем, собственно говоря, коробку, чтобы вынуть двигатель, да. Давайте снимем. Так, карданчик. Ё-моё, что я не могу нацелиться в него. Он все равно мертвый, да. Что сможем, восстановим, что не сможем, купим. Как обычно, да. Так, давайте его отсюда быстренько снимем, чтобы изъять двигатель. Двигателя у нас тут вообще ни хрена нету. Отлично, изъяли. Давайте теперь... так. А что? А, ну все, да, получается. Ай, коробку не снял, блин. Кардан открутил, коробку не снял. Ну, ё-моё, как я вот так мог прогадать? Хорошо, отлично. Давайте снимем коробочку саму, собственно говоря, чтобы мы экраном смогли вытащить отсюда двигатель. Все, снимаем коробочку. Отлично, коробку сняли. Опускаем. Идем за нашим краном. Слушаем. Отлично, опустился. Так, ставим на первый подъемничек. Изымаем двигатель. Отлично, двигатель изъят. Давайте его сюда поставим. Ну да, вот этот вот V8 ОШВ. Мы уже таких V8 ОШВ уже столько разобрали, что нам не привыкать, да? Их разбирать. А что? Что мешает? Что мешает? А, ничего не мешает. Я куда-то не туда попал. Хорошо. Ну, тут, в принципе, от движка-то и ни хрена двигателя нет. Вы видите, даже один толкатель всего лишь был. Вот здесь уже на этой головке даже свеча есть. Смотрите, охренеть. Одна свечка. Так, коромысло клапана давайте снимем, да? Тут их всего 4 штуки. Я их, по-моему, даже смогу отремонтировать. Так, ой, куда понеслась стоять. Все, снимаем. Так, вытаскиваем толкатели все. Что, не могу попасть. Так, толкатели изымаем. Ну, двигатель мертвый вообще. Вообще мертвый движок, конечно. Прям вообще. Мертвина, мертвец. Хорошо, изъяли. Давайте саму головку открутим. Разберем сейчас все, что связано со сцеплением также. Давайте здесь подшипники, эти корзины. Все снимем сразу, чтобы сюда не возвращаться, да. Все до блока разбираем. Блок, кстати, скорее всего, мы сможем отремонтировать, так как я прокачался на 4 уровень. Но я не знаю, вот это вот, знаете, на самом деле, заниматься ремонтом и... Так, здесь вон сколько всего, всяких приблуд. Заниматься ремонтом и потом смотреть, что у меня есть, что у меня не хватает. Это настолько неудобно, если честно. Легче вот реально просто закупить все запчасти и все, и не париться. Это самое простое, что можно сделать. Потому что вот так вот ты сидишь, блин, а у меня есть эта деталь, нету этой детали. Закупать, не закупать. Тем более денег у нас предостаточно. У нас имеется почти, даже не почти, 15% скидка в магазине. То почему бы их просто не купить, а не мучиться. Потому что, допустим, шерстень я восстанавливать не могу. Распредвал могу. И все это запоминать у меня пока не хватает оперативной памяти в мозгах. Так,
Давайте поршни повытаскиваем отсюда. О, у них даже нету этих. То есть тут видите, как их... Сейчас я скажу, как они называются. Крышки шатунов, их даже нету. Вообще это вкладыши называются, ну ладно. А вкладыши, ну вкладыши, так вот говоря. Можно так сказать. Всего лишь одна крышка шатуна, и то, которую мы, скорее всего, сможем восстановить. Трудно запоминать. Вот, допустим, смотрите, мы вот в данный момент что-то разобрали, да. Вот мы можем коробку восстановить, одну головку, да. И сиди, вспоминай, какую головку ты восстановил, какую ты не восстановил. Мучайся, да, так говорит, как говорится. Так, ну здесь даже у нас предохранителей, смотрите, в этой машине отсутствует. А покупали мы ее на авторазборке. На авторазборке мы ее покупали в свое время. Вот. С авторазборки, если восстанавливать машины, я так понял, да, а не с сарая, то мы зарабатываем больше денег. Блин, я совсем забыл. У нас же открылся этот... Как его звать? Ну-ка, я сейчас вам покажу. Я и забыл совсем, да? На 15 уровне же открывается автомобильный аукцион. Так что я думаю, мы в следующей серии пойдем именно на автомобильный аукцион. Сегодня восстановим этого болтика, да? Ой, ну как это? Машину Скуби-Ду, да? Мы как-то раз уже восстанавливали. Но в этот раз мы тоже покрасим запчасти. Покрасим разные запчасти, потому что мне реально понравилось работать с крашенными запчастями. Вот, мы, скорее всего, знаете, чтобы не париться там, что у нас есть, чего нету, мы разберем, что сможем, отремонтируем, что не сможем, не отремонтируем, разберем на запчасти. И просто на склад все запчасти закинем, чтобы они у нас там лежали. По сути, они у нас все время будут лежать мертвым грузом. Я не знаю, что с ними сделать. Может, их продать просто. Вот. И закупим целиком, чтобы уже знать, что у нас тут будут в инвентаре будут детали, связанные только с этой машиной, да? Так. И тогда мы сможем покрасить уже, зная, что нам красить, да, так сказать. Давайте суппорта. Ну вот колодки, суппорта у меня все это имеется. Это, конечно, можем оставить и поставить то, что у нас имеется. Так, снимаем это все. У нас и подшипников на самом деле много. По ходовке у нас, кстати, на самом деле очень много запчастей разных. И их реально до хрена у нас. Что касается ходовки. Ну, я не знаю, вот просто мучиться потом во время сборки что-то закупать, это настолько меня бесит, да. То есть ты вот начинаешь ставить детали, он говорит, у нас нет подходящих деталей. Можно было бы, чтобы окно, да, высвечивалось сразу. Купить? Ты сразу покупаешь и сразу ставишь. Нет, тебе нужно нажать Enter, что подтвердить, что у тебя этой детали нету, потом идти в планшет, да, и искать эту деталь в планшете, потом ее только покупать, и только после этого мы сможем ее поставить. Ну, то есть это просто удлиняет игровой процесс и, в принципе, удлиняет всю вот эту вот систему. Тем более, я более чем уверен, что никто не любит эту часть с закупкой деталей. А более чем уверен. Потому что я вот, допустим, эту часть закупкой деталей вообще ненавижу. Это настолько всегда долго происходит. И это было как не оптимизировано в предыдущих частях, так, в принципе, и в этой ни хера не оптимизировано. И все по-прежнему очень долго, сложно и муторно. Это, я бы даже так сказал. Так, а пока мы с вами общались, я уже разобрал переднюю часть ходовки. Мы перенеслись на заднюю часть. Тут, в принципе, вроде бы все и стоит, но оно все настолько мертвое, что я даже не знаю. Ну вот, тормозные диски, кстати, мы можем восстановить. У нас же есть проточка тормозных дисков. Только что с этими запчастями? Я просто вот реально, я не знаю. Или будем мучиться. Ну а мучиться, а как мы покрасим детали, да? То есть мы, допустим, закупили деталь. Знаем, можно ее красить или нельзя. Туда-сюда бегать, тоже мучиться потом. Ну, я не знаю, как поступить, если честно. Давайте, ребят, пишите в комментариях, как мы будем поступать с этими долбанными запчастями. Потому что я реально, я даже представить себе не могу, вот, как с ними работать. Потому что я не знаю, вот, допустим, у меня листовая рессора, да, или там... Есть у меня в наличии, я более чем уверен, что у меня есть в наличии.
А вот сейчас я снял, да, задний ароматизатор Б. А вот он есть в наличии? Нету его. Хрен пойми. И все это восстанавливать, думать. Ох, ваше здоровье. Если что, это не пиво. Это энергетик. Называется Горилла. Горилла. Так, не реклама. Да и кто у меня сейчас рекламу купит, да? Просто мне нравится данный энергетик, поэтому я его и хлебаю. Так, ну, в общем, мы уже пока тоже пиздели, уже все разобрали, можно сказать. Так, давайте все эти саленблоки, все это снимем. Так, тут еще... Ох, нифига себе, тут стремянка рессоры есть. Ну, не знаю я, как поступить, потому что у меня, вот, допустим, рычаги, вот эти вот всякие, да, верхние, нижние, задние, передние. У меня их тоже дофига, и их, по сути, все можно покрасить. Вы представляете, какой список будет у меня в покрасочном боксе, если я возьму все эти детали и начну их красить. Так, отлично, мы все сняли. Еще по кузову давайте снимем все сразу, чтобы на машине вообще ничего не присутствовало. Да и салон тоже, а чё мелочиться? Салон тоже. Так, фары, блин, кран. Фара есть одна, ее снимем. Так, бампер мы сняли. Давайте двери, все это мы все равно восстановить. Вот кузовные детали, их не так много. Можно запомнить, что есть, а чего нету. Опять я сел в машину, но нам нужно разобрать салон, а не садиться в него. Отлично. Так, что здесь еще снимается? У нас, по-моему, сзади фары, двери. Ну, дверей у нас, как вы видите, нету сзади. Так, лобовик я снял. Ну, все вроде. Давайте проверим, все ли мы сняли. Да, мы вроде бы все сняли. Вообще ни хрена не стоит на машине. Все отсутствует. Вот это вот все закупать, это... ой, понятно, что надо... Сам кузов стоит $335, но это он такой ржавенький кузов стоит столько. Так, давайте быстро отремонтируем тогда те запчасти, которые мы можем отремонтировать. Так, последняя деталька. Отлично. А что, он мне сразу выдал... Ну, ладно. Так, ну кузов мы по-прежнему не можем редактировать. Ну мы же можем диски еще проточить. Пока у нас прокатываются диски, мы с вами будем разбирать все остальное. Вот саленблоков у меня, кстати, в инвентаре тоже херова гора на самом деле. Вот жалко, мы толкатели не можем восстановить. Вот, кстати, у меня даже пару поршней, насколько я знаю, есть. Вот как вот понимать? Вот, ну, я не знаю. Так, давайте снимем новый, поставим пока. Не знаю, как вот... Блин, что делать? Толкателей у меня точно нету новых, это факт. Ой, что-то икота прям напала. Это... Ой, после горилки. Стабильняк. После горилки напала на меня икота. Вот эти-то диски тормозные. Ну, знаете, я, наверное, на память буду закупать. Или как делать? Не знаю, ребят. Хорошо, последний диск протачиваем. Мы его потом на обратном пути заберем. Сколько у нас тут? Ничего себе, 13 страниц. 13 страниц запчастей, которые мы можем разобрать. Вообще, на самом деле, я вот так вот левую клавишу постоянно жму. Обычно я так разбираю запчасти, потому что это тоже, вот, как я вам ранее говорил, надоедает очень быстро. Вот так вот сидеть. Конечно, хочется побольше детальки, да, чтобы вот большой бонус был или просто бонус, да. Хочется, но... Это настолько надоедает, вот эта вот мини-игра, как бы можно было бы там, типа, не знаю, сделать, чтобы автоматически разобрать, там, выбрал список деталей, там, а там сам компьютер поиграл в эту игру, у него там шанс 50 на 50 попасть на каждую клетку. Или вот смотрите, вот это вот у нас одна штучка, да, 10% шанс, что он попадет в синюю, там 20% шанс, что он попадет в зеленую, и 80% шанс, что он попадет в эту, да. Так бы сделали, и все, и парева бы не было. Вот это вот просто... То у меня сейчас еще мало запчастей. Ну, прикиньте, у меня бы еще больше было бы. Вообще ужас какой.
Да и восстанавливать тоже. Вы представьте, если я прокачаю 6-й уровень, и мы целиком машину, да, будем восстанавливать. Там тоже надоест это все просто. И разобрать тоже очень можно будет. У нас просто, видите, машины мы покупаем. А машины у нас что? А машины у нас все просто наполовину запчастей нету. Они отсутствуют. Вот, допустим, как вы видели, мы сейчас двигатели разбирали, да там вообще верхней части двигателя нету. То есть все, что связано с подачей воздуха и тому подобного, просто нету, отсутствует. Вот. Отлично, все разобрали. Так, заберем наш диск отсюда. Все, забрали. А что у нас? А, у нас же еще есть сборные вот эти вот штуки. Как их? Так, разобрать. Амортизаторы. И колеса, насколько я знаю, у нас есть. Так, да, разбортовываем. Здесь забираем. А, еще же можно... Еще один. А, подождите. Вот я почему-то всегда путаю. И ставлю наоборот. Так, забрать. Забрать, говорю. Разобрать. Все, отлично. Все это разбирается. Диски, по-моему, на 5-м уровне можно будет восстанавливать. Ну, сейчас проверим заодно. Так, а вот резину мы уже... Ну, взяли бы станок на нарезке резины. Знаете, такой протектор можно нарезать. Ввели бы такой станок. Чё нет-то? Так, забираем. И последнее колесо. Почему бы и нет, да, тоже ввели бы. О, у нас тут резина есть, а мы ее покупаем. Это на нашей машине лежит. Так, давайте проверим, сможем мы или что-то. А, ну вот, да, диски мы сможем на 5-м уровне восстанавливать. И все, получается. Все это говно мы обратно идем и разбираем, потому что оно нам не нужно. Вот, смотрите, вот эти вот амортизаторы мы тоже никак не можем восстановить. Их просто нет даже в списке на восстановление. То есть очень много запчастей, которые мы не можем восстановить. И вот как их запомнить, какие можно восстанавливать, какие нельзя, какие надо закупать, какие не надо закупать. Я не знаю, ребят, может у вас это и получается, конечно, но у меня не получается это все запомнить. И потом, когда открываешь список, хрен его знает, что покупать, что не покупать. Ну, зато мы вот 1700 деталей уже нашкребли. В дальнейшем они нам пригодятся. Так, у нас что у нас тут? Ну, все это... Что я могу сказать? Что мы ходим вокруг да около? Закупка? Итак, ребят, запчасти закуплены. Я еще и купил тюнингованные запчасти, так что она у нас уваливать будет стопудово. Давайте поохрасим. Ой, у меня опять этот кузовщина. Опять эта кузовщина. Блин, она меня бесит. Ее в инвентаре ее так много, ее все время пролистывать, это будет бесить. Давайте быстренько ее нацепим на машинку. Так, отлично, вроде все поставил. Вроде все поставили. Так, возвращаемся в покрасочный бокс. Что у нас теперь по запчастям? Угу. Так, блок. А на какой запчасти хорошо виден цвет? Вот давайте на выпускном коллекторе посмотрим. На нем вроде бы хорошо цвет видно, да? Так, какой-то такой хочу. Зеленый, да, какой-то хочу. А вот какой зеленый? Или красным сделать двигатель? Я хочу какой-то зеленый цвет, но я не знаю, на какой запчасти ее будет хорошо видно и понятно. По-моему, на рычагах хорошо видно. Давайте поставим. Я понял, что хром прям хорошо. Вот, да, вот такой зеленый давайте и будем использовать. В принципе, он хорошо выглядит. Хочу вот зеленый двигатель, не знаю. Захотелось мне. Так, выберем и хром. Вот такой вот у нас прелестный. Такой изумрудный, да, цвет. Ближе к изумрудному, я думаю. Да. В этот цвет, в принципе, мы все двигло и покрасим. Давайте выберем тогда. Все, что связано с двигателем, тогда
покрасим в этот зеленый хром. Все, покрасим. Блин, надо зажимать клавишу, чтобы покрасить. На что еще здесь мы можем посмотреть? Водяной насос тоже установлен у нас на двигателе. Покрасим. Угу. Отлично. Дальше. Выпускной коллектор. Тоже красим в хром. А знаете, скорее всего, вот это вот, знаете, она такая, она должна быть черная. Давайте ее тогда в черный покрасим и, наверное, в черный мат. Вот так вот, наверное, да. Потому что эта запчасть, по идее, она должна быть черной, потому что это пластик, да, и его глупо красить в хром, да. Так, что мы еще? Поддон, конечно же. Так, понеслась дальше. Так, красим последний хомут. Также в хромированный зеленый цветик. И все, пошлите собирать теперь эту красоту. Посмотрим, как это все будет выглядеть на двигателе. Так, кто-то звонит. Пошли в жопу. Так, идем собирать, значит, наш двигатель. Давайте приступим к сборке. Начнем, конечно же, с красивого нашего, смотрите, изумрудного блока. Смотрится просто обалденно. Так, ну фильтр, конечно же, тюняженный, да? Тюнингованный. Так, что у меня еще также? Поршни, видите? Я прикупил сразу тюняженные, чтобы у нас машинка валивала. Да, бусик, который будет валивать. Я не знаю, насколько лошадиных сил мы его распидорасим. Но, я думаю, будет предостаточно. Предостаточно. Также я купил коробку настраиваемую передач. Ну, чтобы... Короче, полностью тюняженная машинка у нас будет. Потратил немного времени на то, чтобы закупить эти запчасти. Но зато теперь у нас все будет по красоте четко. Четкий автомобиль будет. Вваливать будет ого-го. Я вам отвечаю. Но надеюсь, мы с нее 300 километров выжмем. Представляете, из бусика, который выжмет 300 километров в час. Я надеюсь, у нас это получится. Ладно, давайте быстренько соберем здесь, что мы можем собрать. Так, стоп, а крышку ГРМ же, по идее, мы можем покрасить. Почему она у нас такого противного цвета? Я хочу ее покрасить, потому что, насколько я знаю, ее можно покрасить. Давайте проверим. Так, крышка ГРМ. Да вы что, смотрите, нету. Нельзя покрасить крышку ГРМ. Что за беспредел? Это, блин, у нас именно крышка ГРМ дала бы полноценный цвет, да? Ну, в принципе, да. Двигатель у нас и так уже неплохо выглядит. Очень даже неплохо. Единственное, головки блока, смотрите, они покрасились внутренними частями, да? Которые мы не видим. И тут как бы такой серый цвет остался. Ну ладно, что поделаешь. Хорошо, пусть будет так.
Так, ну, что я могу вам сказать? Двигатель вроде... А, нет, еще вот здесь вот нужно дособирать. Так, давайте сюда переместимся, чтобы удобнее было. Ага, у нас еще... Вот эту крышку мы в черный мата выдунули. Зато у нас провода, смотрите, как красиво смотрится. Слушайте, ну, красный цвет сюда вписался, я могу сказать, что... Да, красный цвет сюда вписался, в принципе. Но он сильно... Я бы сказал, что он сильно выделяется, конечно, на фоне зеленого, но в любом случае очень даже неплохо выглядит. Так, давайте теперь установим этот двигатель в машину. Для этого мы снимем его отсюда. Вот наш кранчик. Давайте установим. Втыкаем. От лепота. Так, убираем. Смотрите, как красиво он у нас встал, да? Так, что теперь касательно ходовой части? Я думаю, нам нужно найти нейтральный цвет зеленому. Какой-то, может быть, желтый, да, может быть. В принципе, красный у нас неплохо тоже смотрелся. Давайте ароматизаторы тогда покрасим в какой-нибудь красный, да. Ну, прям вот в красный, да. Это задние у нас амортизаторы. Мы... А, подождите, это же передние ароматизаторы. На них еще пружина будет становиться, да? А, давайте как раз-таки красным дунем сам ароматизатор, а пружину на нее дунем уже... зеленым, да? Так, давайте красненький хром. Отлично. Хром здесь очень красиво выглядит. Так, рычаги задней подвески. Наверное, какой-то нужен золотой, да? Какой-то желтый такой цвет нужен. Вот, я думаю, вот такой вот. Ну, получается золото, как мы делали гангстерскую машину, да? Или может какой-то другой цвет. Небесно-голубой опять использовать. Давайте золотой. Я думаю, золотой будет выглядеть неплохо на рычагах. Да? Я думаю, что будет неплохо выглядеть. Давайте здесь тоже выберем золотой цвет. Отлично, красим. Я думаю, на машинке это все будет выглядеть очень даже неплохо. Так, вот задние амортизаторы. Давайте их в красный. В красный. Амортизаторы у нас будут красненькие. Так, давайте следующий ароматизатор тоже дунем. Тоже давайте в красный хром, да. Так, и теперь я видел там, что у нас будет задний ведущий мост. Я даже не знаю, в какой бы его цвет дунуть. Нужен нейтральный. Нейтральный. Может, все-таки мы его дунем в голубой такой? Вот в такой, в котором мы делали. Или же мы дунем его в цвет, который у нас сам кузов. Нет, не кузов, а двигатель. Кузов я, кстати, еще даже не знаю, в каком мы покрасим. Ну, скорее всего, в зеленый. Ладно, давайте мы вот это тоже в зеленый покрасим. Так и быть. Там уже дальше разберемся, да, так сказать. Так, колпачки. Колпачки давайте тоже в зеленый дунем. Оба. Так, давай меня. Воу, пустите меня. Я тут покраской занимаюсь вообще-то. Так, давайте следующий колпачок тоже мы дунем в зеленый хром. Угу. Отличненько. Что у нас еще есть тут для покраски? Листовые рессоры. Они у нас крепиться будут к зеленому цвету, поэтому я думаю, их нужно покрасить в золотой. Чтобы они такие немного, так сказать, выделялись на фоне ведущего моста, да? Давайте их покрасим все-таки в золотой. Я думаю, это намного лучше будет смотреться и красивее. Ходовка у нас такая. В этот раз она будет разноцветная. Если мы в гангстерской машине все красили в золотой, да? Так, а вот рычаги. Рычаги. Блин, я даже не знаю. Рычаги. Ну, давайте в цвет покрасим тоже. В цвет двигателя покрасим рычаги. Так, пустите меня. Не пускает постоянно. В цвет двигателя хорошо покрасим. Давайте.
Что у нас еще есть? Диски, может, тоже в какой-то дунем. Так, смотрите, амортизаторы мы покрасили в красный, да? Раз мы покрасили амортизаторы в красный, давайте пружины покрасим в золотой. Давайте в золотой. Я думаю, золотой лучше будет смотреться с красным. Хотя он такой, знаете, наоборот, нужен нейтральный цвет. То есть лучше в зеленый, я думаю, будет. Их покрасить нужен, потому что нейтральный цвет. Иначе он будет... Ну, не очень будут они выглядеть, короче. Так, давайте их в зелененький покрасим. Я вообще правильно все делаю? Я уже запутался. Так, блок предохранителей. Давайте в черный его дунем тогда. В черный, даже не металлик, а матовый. Вот, в черный матовый дунем. Потому что они должны быть черные. Это пластик. Хорошо, диски я еще пока не знаю. Здесь мы все с вами покрасили. Так, вот эту тоже мы дунем в черный мат. Черный мат покрасим просто. Потому что пластик должен быть черным, да? Так, подкладка листовой рессоры. Угу. Золотой цвет держит, значит мы их покрасим в зеленый, правильно. Мы их покрасим в зеленый, которые будут огибать листовую рессору золотистого цвета. Я думаю, это будет выглядеть круто. Давайте еще вот тоже в зелененький. Также сами вот эти вот полукруглые, как они называются, стремянки, да? Стремянки мы с вами тоже тогда красим в зелененький. Так, стремянки мы с вами покрасили. Подрамник. Каким цветом будет подрамник? Так как сверху будет находиться зеленый двигатель, я думаю, его нужно дунуть в золотой. Тем более к нему еще рычаги будут зеленого цвета. В общем, должно быть красиво. Так, мы здесь все покрасили, да? У нас остался бак. Ну, я не знаю, топливный бак давайте как-то выделим красным цветом, потому что это опасно, там жидкость, да? Бак выделим красным цветом, значит. Тормоза. А вот тормозные диски. А давайте в зеленым дунем. Тоже вдунем в зеленый хром. Но он такой не хром выглядит, да? Хамелеон, перламутровый, матовый, металлик, хром. Ладно, давайте покрасим в зеленый хром, так и быть. Все 4 тормозных диска, да? Ой, диска, бля. Суппорта, тормозных суппорта. Итак, последняя деталька. Отлично. А вот диски, я не знаю, может давайте сразу покрасим машину, чтобы понимать, какого она у нас будет цвета. Но я не знаю, если мы покрасим в цвет двигателя, может двигатель тогда потеряется. Давайте перекинем его в покрасочную... Ой, какая покрасочная камера. Ё-моё, у нас так кузов грязный, все грязное. Да, у нас даже еще ничего не собрано. Да, я хочу помыть машину. Потому что у нас еще ничего не готово. А может мы ее в белый дунем, да, в котором она сейчас и имеется цвете. Покрасим ее в белый, тогда и зеленый, и красный, и все остальные цвета будут прям нейтрально смотреться на белом фоне. Ну блин, не будет сочетаться тогда, по-моему. Так, надо вернуть, заварить кузов. А то мы А я обычно всегда машины сразу мыл, а тут что-то не сразу помыли. И из-за этого вообще уже забыл, что делать нужно. Белый, смотрите, он у нас белый, а... Так, можно открыть капот? Ну вот, да, скорее всего мы кузов покрасим в белый. Давайте сейчас посмотрим. Так, уберем и в покрасочный бокс. А в покрасочном боксе можно открыть капот и сразу с открытым капотом ее красить? Может так? Нет. Давайте попробуем. Покраска. Ага, капот у нас закрывается. Так, что у нас тут листается? Ух, смотрите, красный как смотрится, да? Так, у нас стоит перламутровый, матовый, металлик. А если вот выбрать белый цвет, черный, слушайте, а если ее в натуре дунуть в черный, какой-нибудь такой хром тоже, да, или что? Хром это очень дорого на самом деле. Металлик, матовый вообще такой, перламутровый, я думаю, в какой-то перламутровый цвет ее дунуть. Перламутровый это переливающийся у нас цвет, я правильно понимаю, да, получается он будет такой сине-фиолетовый, если мы выберем синий. Ну-ка, давайте раз. Нихуя он не переливается. Матовый, конечно, мне вообще не нравится, как выглядит. Вот металлик, да? Зеленый металлик.
Белый мы хотели попробовать, да? Смотрите, белый. Ага. Вот я даже не знаю, в какой цвет ее покрасить. Но смотрите, зеленый, да, на фоне белого, я думаю, он будет, в принципе, неплохо смотреться. Что здесь матовый есть, белый мат. Ну, блин, матовый цвет мне лично самому не нравится. Но он выглядит такой, настолько белый становится, что аж вырезает глаза. Вот перламутровый, он такой бело-серый, да, по-моему. Он становится такой бело-серый. Хамелеон. Ну вот же у нас есть хамелеон. Ну белый, с каким он будет переливаться, да? Хром. Ух ты, посмотрите. Прям реально хромированная машина, да? Не, ну это, конечно, сильно. Это сильно. Это сильно. Так, давайте попробуем хамелеона, да? Вот, смотрите. Такой насыщенно зеленый хамелеон, а? По-моему, ничего тогда. Ну, блин, на фоне такого двигатель будет не очень выглядеть. Нужен какой-то... О! Вот как раз он желтый и немного дает зеленого цвета, да, что говорит нам о том, что у нас имеются зеленые детали. Смотрите, мне нравится, ребят. Я думаю, да, давайте оставим такого. Может, еще чуть-чуть темнее, красному, да, ближе, смотрите. Блин, мне оба цвета нравятся. Ну, красный такой с желтым, да. Что здесь еще можно? Какой-то такой неплохой, красивый цвет выбрать. Именно хамелеона. Я вот почему-то захотел остановиться на хамелеоне. Так, ну что, давайте вот, наверное, на этом цвете. Или все-таки потемнее сделать? Нет, давайте на этом цвете остановимся, да. Хамелеон такой вот будет, да. Желто-зеленый, да, такой он переливается. Хорошо, мы покрасим в этот цвет. Угу. Так. Ну, смотрите, неплохо, неплохо, красиво, красиво. Бусик приобретает внешний вид. Вот красота. И раз. Ну, двигатель, блин, конечно, на этом цвете немного теряется, но ничего страшного, я думаю, в этом нету. Давайте его переставим обратно на подъемничек и теперь покрасим диски. А диски можно красить в хамелеон, если мы сможем в тот же цвет покрасить диски, что и машину. Хамелеон, я думаю, будет классно смотреться. Давайте попробуем. Так, выберем диск. Вот этот цвет мы красили. Хром. Вот, есть хамелеон. Отлично. Давайте тогда эти диски покрасим в этот хамелеон. Но они такие какие-то обычные, что ли. Да? Ну, ничего страшного. Будут на обычных дисках, да. Давайте еще тоже второй диск покрасим. И... ну еще два диска, конечно, конечно. У нас же 4, я хотел сказать. Давайте покрасим, типа, последний диск. Но у нас же 4 колеса на машине, ё-моё. Так, последний диск красим. Ой, почему хром? Нет, нам нужен хамелеон. Отлично, шикарно. Так, сейчас я быстро посмотрим, как будет выглядеть амортизаторы, да? Слушайте, ну прям заходишь и сразу красота. Так, амортизаторы. Давайте соединим детали красные с зеленым. Классно, классно. Я думаю, вот, блин, опять сочетается очень хорошо. Сочетается очень хорошо. Мне нравится. Давайте красный с зеленым, опять же. Не, ну красиво, красиво, очень красиво. Так, я сейчас быстренько забортую все колеса, чтобы вы не ждали. Отлично, отбалансировал последнее колесо. Теперь идем собирать нашу красавицу. Так, наверное, быстро здесь сейчас сборку включим. Быстро соберем под капотом. Так, все вроде бы, да? Под капотом вроде все собрали. Ну-ка, если так посмотреть. Ну, в принципе, вот неплохо. Черный, смотрите, вообще обалденно смотрится. У нас там тоже чернота чернотой. Ладно, закроем. Зачем мы его закроем? Может, мы сразу тогда
зальем все жидкости, чтобы потом нам к этому процессу не возвращаться. Итак, жидкости у нас залиты. Подкапотка нам больше не интересна. Давайте поднимем машину и соберем всю ходовую часть, да? Отлично, давайте поставим сразу наш подрамник. Он у нас золотистого такого цвета. Ну, блин, здесь или освещение такое, или что, смотрится на данный момент не очень, если честно. Ладно, хорошо, давайте соберем и ближе уже там посмотрим, как это будет все выглядеть в сборе, да? Смотрите, нижний рычаг я покрасил в зеленый, а верхний в золотой. И в принципе в совокупности это все выглядит неплохо. Я вам хочу сказать, это прям реально выглядит неплохо. Прям у нас снизу, да, такой золотой цвет сверху, а здесь какой-то нейтралитет соблюден, да? Очень красиво, мне нравится, как получилось. То есть мы забыли, что мы какой-то из рычагов покрасили в зеленый, потом давайте в нейтральный, золотой, и получилось на самом деле неплохо. Я надеюсь, с той стороны я ничто не перепутал, и у нас там покрашено точно так же. Вот у нас хромированная выхлопная труба также становится. Так, вентилируемые тормозные диски, естественно, колодочки. Мне интересно, как будет сейчас выглядеть суппорт на... Так, зеленый. И, в принципе, в совокупности это выглядит неплохо. Да, это выглядит неплохо. Я считаю, что это красиво. Ну, колпак ступицы, естественно, мы не увидим, потому что у нас будет стоять колесо. Но мы будем знать... О, смотрите, даже видно немного суппорт, и, в принципе, он сочетается, да, то есть что-то зеленое есть. Смотрите, я считаю, неплохо получилось. Красивенько. Даже диски, знаете, я так подумал, что они будут выглядеть не очень, но даже с такой резиной, как это, винтажной резиной, выглядит неплохо. Получилось довольно-таки неплохо. Давайте тогда дособираем. О, давайте сразу воткнем коробку передач, чтобы у нас уже был такой вот массивный зеленый цвет, да, который дает коробка передач. И прям вообще сразу шикарно выглядит. Сразу раз. Массивный зеленый цвет. Подрамник у нас, значит, уже золотого. И уже как-то совсем другой внешний вид. Так, а у подрамника я с этой стороны... Да, все. С этой стороны я оба сайлентблока поставил. Давайте здесь поставим, а то я потом забуду. И... Ну, вы знаете, к чему это приводит. Потом бегаю, ищу. Там, кстати, вылезет подсказка, как у меня уже был такой случай. Хорошо. Давайте все это соберем. Блин, жалко, конечно, вот сами вот эти части нельзя покрасить, и то бы еще больше возможностей, и еще бы круче можно было бы сделать и красивее. Согласны? Я думаю, вы со мной согласны. Так, нижнее звено давайте тоже. Вот, здесь мы тоже, значит, мы все правильно покрасили, все четко, все четко. Все красиво, все четко, да? И, конечно же, ароматизатор наш красный. Блин, хорошо, очень красиво выглядит. По-моему, в гангстерской машине мы все красили в золотой. Единственное, там, по-моему, другого цвета пружины были, да. Но, в принципе, вот здесь вот даже то, что мы все покрасили, грубо говоря, у нас тут 3 цвета присутствуют, это все сочетается и очень красиво. И собирать машину становится приятнее и приятнее глазу, да, так сказать, ее становится собирать. Отлично, хорошо, давайте продолжим. Смотрите, я переживал, думал, что будет выглядеть не очень, что у нас золотая рессора. Но, опять же, смотрите, как мы попали во все цвета, и у нас очень красиво смотрится, что золотую рессору огибает, да, стремянки огибают зеленого цвета, да, как бы, что это единая часть. И рядом стоит красный амортизатор, и выглядит это просто великолепно. Великолепно. Просто красиво. Красота.
красота. Нужно срочно поехать на какой-нибудь конкурс по красоте деталей, да. Срочно нужен такой, как это сказать правильно, геймплей, да. Нужен такой геймплей, чтобы было по красоте соревноваться с другими машинами, там, типа. Слушайте, ну это, конечно, очень красиво получается. Я, если честно, не ожидал, что настолько это классно получится. Да, у меня была идея покрасить двигатель в изумрудный цвет, но я не думал, что это настолько все станет красивым. Так, ну бак у нас что-то подвел, он какой-то у нас бордовый получился. Ну и да ладно, мы его не видим, мы и не знаем, мы на него даже внимания, если честно, не обращаем, поэтому пусть стоит там себе в бордовом цвете. Так, давайте быстро здесь уже дособираем. Чуть-чуть совсем осталось. Так, теперь я точно еще знаю, что у нас салон недособранный. На самом деле, по-моему, тормозные суппорта нужно было покрасить в красный цвет. Тогда бы лучше смотрелось. Я думаю, нужно было все-таки, да. Нужно было бы их, конечно, в красный покрасить. Ну, смотрите, вот я отсюда смотрю, да. Насколько все цвета красиво смотрятся. Ох, красота. Не могу налюбоваться. И вот теперь мне опять стрёмно продавать эту машину. Давайте проверим, чтобы у нас все стояло, чтобы мы ничего с вами не забыли. Ха, стартер! А сверху я смогу его поставить? Нет, я, скорее всего, не смогу. Давайте попробуем. Да, придется на подъем. Стартер забыли поставить. Стартер я тоже, по-моему, красил в зеленый цвет, но он будет выглядеть не очень-ски, по-моему. Давайте попробуем, посмотрим. Да, вообще, я думаю, стартер зря. Не надо его красить, потому что он выглядит не очень красиво, да, так скажем. Так, все, опускаем. Красотка наша готова. Ну, посмотрите, какая красота, какая красота. Машина получилась просто 5 с плюсом. Давайте ее... Ой, зачем? Мы и так знаем, что там все по красоте. Давайте ее переставим на диагностическую линию. Первым делом исправим колеса. Потому что мы в ходовую всю разобрали. Видите, у нас машина в себя будет ехать. Нужно это исправить. Благо, это здесь делается быстро, ничего ждать не нужно. Все быстро отрегулировали. Фары обязательно, конечно же. Хотя зачем здесь регулировка фар, если мы, по сути, даже не можем выбрать, не знаю, там, ночную карту какую-нибудь, да, чтобы покататься, посмотреть, как светит, все красиво, да. Так, отлично, мы все от этого откастомизировали, так сказать. Теперь давайте на один... О, блин, опять я выбрал эту штуку. Теперь давайте на диностенд. Потому что мне интересно, сколько она выжмет все-таки. Сколько она теперь выжмет. Давайте приступим. У нее родная заводская мощность 305 лошадиных сил. Давайте начнем нашу проверку. Ну давай там разгоняйся. О, пошла. Пошла, родная. Двигатель звучит неплохо, кстати. Нихера себе. Я, конечно, все понимал, но я не думал, что я настолько превышу. 521 лошадиная сила. Это вам не шутки, я вам скажу. Мы трахались в маршрутке. Хорошо, а 4 передачи это мало. Нам нужно 7 передач. Давайте где-то вот так поставим, да? Давайте на 7. Я, правда, если честно, до сих пор не разобрался особо в этой коробке. Ну, настройки коробки передач. У нас всего здесь стояло 4 передачи. Так, давайте поймем путь. Даже, наверное, на все выкрутим. Вот так, наверное, даже сделаем, да. Но тогда очень быстро будет переключаться.
Честно, я, ребят, до сих пор не разобрался. Я вот просто на глаз сделаю, да, вот так. Вот так сделаем. В принципе, шестая скорость у нас. Давайте поставим шестую скорость, чтобы она на 300 км в час включалась. Это единственное, что меня здесь беспокоит. Вот так сделаем. На 302 км шестая будет передача. А седьмая, по сути, тогда и не нужна. Седьмая, по идее, тогда не нужна, но пусть будет запасной, так скажем. Итак, здесь у нас быстрое переключение, прям мгновенное, смотрите, будет. И потом уже чуть дольше. А, здесь, смотрите, почти 100 километров ей набирать придется. Так, это не пойдет. Не пойдет. Давайте подкрутим вот сюда. И здесь тоже где-то вот так сделаем. И тогда у нас есть смысл седьмой передачи. Вот так сделаем. Но я не знаю, она разгонится у нас до 315 или нет вообще. Давайте вот так попробуем применить. Попробуем выехать на вот таких вот настройках коробки, да. Идем на скоростной трек, значит. Все, выбираем. Кстати, надо будет в Steam скачать еще трассы. Там, скорее всего, люди продумали нормальные трассы по километражу, чтобы узнать, сколько выжимать можно максимум. Максимум сколько там, не знаю, трек на 100 километров, чтобы я смог хотя бы жать в пол до последнего и уже на отсечке понимать, сколько машина может выжить, предел ее скорости, да. Так, ну что ж, погнали. Ну, блин, со шлифами. Нет, 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 нет. Максимум 24 километра в час могли выжить. Ладно, сейчас перенастроим. Так, я сбросил на заводские. И смотрите, даже на 4 передачах. Первая передача идет до 108. Вторая передача идет до 200. Третья передача до 300. И четвертая передача будет включаться на 403 км в час. Слушайте, это ли не круто, да? Ну давайте добавим, ладно, пятую передачу. Пятую передачу здесь немного понизим. Включение, да, хотя бы вот так сделаем. Тоже понизим где-то до 160. Здесь на 200 с чем-то. Здесь на... Давайте вот даже вот так вот где-то сделаем. И вот здесь вот 320. Ну, я не думаю, что мы вообще до 320 дойдем. Давайте вот так попробуем. Я нихуя не понимаю, что я делаю, но я что-то делаю. Давайте. Выезжаем, смотрим. Итак. Отлично. Отлично. Передачи пошли. Переключение идет. Блин, вот что-то вот... Что-то не то. Почему он не хочет переключать? У нас просто не хватает оборотов или чего? Так, сейчас давайте на стандартную все-таки сбросим, посмотрим. Я, если честно, вообще не понимаю, потому что происходит. А это уже была пятая передача, кстати, последняя. А почему он ее так рано включил? Хорошо, скинем на заводские настройки. Давайте уже хотя бы на заводских посмотрим. Или эта машина просто не в силах выжить такое количество мощности, которая в нее заложена, да? Мы что, зря его тюняжили, что ли? Какие 300 километров? Она у нас даже 200 не разгоняется. Давайте пробуем. Так, вторая. Смотрите, очень быстро переключает скорости. То есть вот она, четвертая. У нас сейчас опять будет отсечка. Вот она, отсечка. Почему? Вот 206 километров идет отсечка. Так, подождите. Сейчас я с этим разберусь. Короче, нахуебенил, блин. 9 передач. Сейчас вообще, блин, я не знаю. 9 передач. У нее просто... я понял одно. У нашей машины просто не хватает количества оборотов справляться с такой количеством мощности. И нужно больше передач. Она очень быстро переключает. Причем не тогда, когда она нужна. Так, ну теперь с подшлифовкой. Третья, четвертая, блин, пятая, шестая. А мы едем всего ничего, уже 9-я передача. Что это такое? Как это понимать, ребят? Я не понимаю. Как это понимать? Она просто мгновенно переключает скорости. Просто мгновенно. Почему? Почему? Что не так? Почему она так мгновенно просто переключает скорости?
Ну просто мгновеннище. Я не понимаю, в чем проблема. Ладно, давайте еще раз. Ехала, ё-моё, давайте. Я не понимаю, почему так быстро переключает. Так, вот, отлично. Уже не так быстро переключение идет. Девятая. И... Ну, смотрите, отсечка уже очень близко. Отсечка 9 скорости прям уже очень близко. Но мы почти сделали 300 километров в час на этом гробовой. 300 километров в час практически на этой гробовозке. Так, еще раз сейчас перенастрою коробку еще раз. Так, теперь у меня вот такие настройки. Давайте еще раз выйдем на скоростной трек, посмотрим. Но мы почти сделали. Но, если честно, я с этой настройкой коробки передач до сих пор не разбираюсь. Просто методом тыка, да, вот я сделал что-то и перенастроил, посмотрел. Так, вот. Отлично, ну теперь он у нас лучше переключается, я бы даже сказал. 5-я, 6-я, 7-я, 8-я. Ну блин, опять же не хватает. 9-я. Ну сейчас отсечка будет. Сейчас будет отсечка. Да. На 262 километров отсечку дает. 263 кое-как сделали. Ладно, в общем, из-за того, что я не разбираюсь в коробке передач, оставим как есть. Оставим как есть. Ну, она вот зато вот так вот может. Блин, она очень быстро переключает скорости. Ну, зато шлифовать могут. Хотя в ней 200 кобыл, она по сути нихуя не может. Так, ладно, хорошо. 200 кобыл, а машина ничего не может. Так, ребят, мне в принципе понравилось, что мы с вами сотворили. Довольно-таки прикольная машинка у нас получилась, да, именно вот по цветовым решениям. Тут все у нас как красиво, видите, золотой подрамник, да, там красные амортизаторы, в задней ходовочке, все по красоте. Вот, тут давайте перенесемся, посмотрим, как у нас все тут красиво получилось, да. Но, к сожалению, по какой-то причине мы ее, конечно, тюнинганули. Она у нас вроде бы мощная, да. Вроде все зашибись, 500 кобыл, но толку оказалось 0. Я не знаю, как это исправить и как можно выжить 400 километров в час с этого аппарата, но... Если вдруг вы знаете, как настроить коробку, пишите в комментариях, мы с вами в следующих сериях, да, если у нас еще раз будет такая машинка, попробуем с вами настроить коробку, чтобы, ну, все было круто, все было красиво. В принципе, не хочется, конечно, расставаться с таким красивым экземпляром, но нужны деньги, да? Что ж, давайте откроем нашу любимую страничку. 65 тысяч. Ни много, ни мало, но это практически выход на 300 тысяч зелени, да. Давайте мы ее продадим. Ах, не хочется, но надо. Да. 317 тысяч у нас на счету. Мы продали нашу единственную машину, которую у нас была здесь. У нас еще есть на парковке есть Салем, Гольфик, вот такой вот. И, кстати, электрокар. Может, мы в следующей серии соберем именно его. Ну а на данный момент всем спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, дизлайк. Пишите комментарии. И всем пока.